Всем привет! Мне кажется, я решил уйти с никоблогинга насовсем. Из-за этого я стал лучше снимать. Ага, поверили, конечно. Всем привет, с вами Tackles. Ну что, не ожидали от меня такого видео? Ну ладно, пока переваривайте, сейчас я вам все расскажу. Телефоны стали неотъемлемой частью нашей жизни. Они могут, практически все, и производители на поле конкуренции стараются впихнуть все для того, чтобы вы не отрывали руки от глазастых прямоугольников. Но в этот раз не будет скучного обзора на скучный аппарат. Ну, как это обычно бывает. Сейчас я поговорю о наболевшей мне теме, на которую почти не сняли ни одного видоса. Ну, по крайней мере, нормального. Конечно же, я буду говорить про великий и ужасный бренд электроники Huawei. И почему я его ненавижу? Ненавижу. Сжечь хочу этот телефон мой, как раз таки, например, вот. Давайте посмотрим. Первым делом вместо самолетов хочу напомнить, что в мае 2019 года на Huawei Америка наложила санкции, из-за чего из телефонов пропали гугловские сервисы. Это все, конечно, печально, но почему я как потребитель должен страдать от вот таких ограничений? Мне вообще похуй, что у вас произошло, Huawei, и виноваты именно вы в том, что произошло. Вы разве не знаете американское правительство и насколько оно жестокое? Без них бы вы не вышли на рынок, и так бы и оставались на рынке Востоке Евразии, Юга максимум. Молодцы, застрелили себе колено. Но пользователи могут возразить. Так давно же придумали решение под названием .gbox. Почему я произнес название так? Да потому что эта хрень часто работает через жопу, блядь. Я просто не могу. Дело в том, что в России YouTube заблокировали и без VPN прокси не работает. А когда скачиваешь через Play Market бесплатный VPN, пытаешься подключиться к серверу, а VPN вылетает, сука. Вот не дает подключиться никак. Причем такое нередко происходит и даже с Amnesia WG, если что, это типа прокси вот и VPN. Ну, вы поняли, короче. Тоже частенько вылетают. Поэтому, если вам вдруг приспичило, например, поменять регион Spotify, чтобы вы смогли оформить подписку нормально, то придется скачивать с браузера неудобный, странный, некорректно работающий, но зато стабильный VPN прокси браузер. Браво! А иначе сосите хуй, блять. Я не знаю, что там у вас есть. Я в целом не понимаю, почему VPN тут отказывается работать. В телефонах других брендов все нормально, а здесь как всегда. Будто сам Путин следит за тем, что я скачиваю. Ну да ладно. В целом тут даже сраный YouTube вылетает, потому что даже среднебюджетное устройство Huawei Nova 10 SE его не тянет. Это просто позор. YouTube лагает и вылетает на устройстве 22 года. Это я еще не говорю про Spotify, который может вылететь при обычном включении трека. Прекрасно. Дизайн интерфейса системы и системных приложений выглядит на 2014 год. Хотя версия прошивки установлена самая последняя. Кстати, сам Android обновить нельзя. А жаль. Перейдем к сенсорному экрану. На всех телефонах Huawei, которыми я пользовался, имелись проблемы с тем, что экранов появлялись и до сих пор появляются самопроизвольные нажатия. Хоть телефону 7 лет, хоть 3 года, вы будете страдать. Голосовое сообщение в ТГ резко прекращает запись во время игры в условную мини-игру 3 в ряд в симуляторе Пу. Телефон будет нередко ставить процесс на паузу, когда вы этого не ожидаете, что крайне бесит. Вы можете сказать, что это происходит из-за того, что телефон нагревается. Нагрев влияет на работу сенсора, и вы будете правы. Но почему-то проблемы с сенсором не встречались ни на айфонах, ни на Samsung, ни на Xiaomi. Нигде, блядь. И причем этих проблем даже нет в Samsung Galaxy Pocket. В самом бюджетном и компактном решении на Android 2012 года. Это какой-то позор Huawei. Нельзя ставить свою кастомную прошивку, запретили. Android One не установишь. Если что, чисто андроида не существует, если вы не знали. Есть только 3 самых оригинальных прошивок: Pixel Experience, Android One и Go. Так что, если хотели сбежать от EMUI, то не получится никак. Я даже почти не удивлен. Также Huawei имеет нотку лицемерия. Вот заходите вы в Google браузер, посмотреть, условную порнуху. В большинстве случаев вам этого не удастся сделать. Сайты блокируют, банально. А вот во встроенном браузере уже чаще этот контент доступен и не заблокирован. Мне кажется это немного странным.
Потом заходите узнать или вспомнить, какие характеристики у телефона. А там процессор от Qualcomm, Snapdragon. Это что такое? Вам же вроде бы запретили их ставить, и вам больше вроде бы не поставляли. Ну и не поставляют. Нет, не подумайте, я не хейтер данных процессоров. Просто Huawei, мне кажется, ставит такие процессоры, незаконно. И телефон никак не могут раскрыть потенциал процессора. Он тупо работает не в полную мощность. Или не оптимизированный софт пиздец как нагружает проц, что ему банально плохо становится и нагревается телефон. Смысл того, что вы ставите эти процессоры в свои телефоны. Во-первых, нарушаете санкции и законы, а во-вторых, в своем классе ваши телефоны стоят дохуя. С таким же успехом можно ставить процессоры от Mediatek, причем, кстати, серии G, чтобы вы подтвердили, насколько ваши телефоны нужны на мировом рынке. Понятное дело, что ни насколько, блять, не нужны. Когда, собственно, настает время тяжелой артиллерии, то есть хочется играть в играх на эмуляторах, к примеру, Delphin эмулятор, то подозрительный телефон очень хуёво тянет игры. Как так-то? Спросит пользователь. И полезет в настройки и удивится, что по умолчанию стоит режим энергосбережения, который тебе по большей части нахер не нужен. Телефон и так держит заряд батареи нормальным. И с производительным режимом уже более-менее можно играть. Почему Huawei так сделали? Не совсем понятно. Мне же изначально телефон нужен не только для связи. Откуда вы меня знаете? И причем с автоматической яркостью экрана еще хуже. Дело в том, что как только полностью выключаешь телефон, то он автоматически снижает яркость. Мне это, блять, не нужно, и во всех телефонах такого нет. Конечно, автоматическую яркость можно убрать, но не по умолчанию. Так сделать нельзя. Почему нельзя сделать, чтобы всегда автояркость была выключена? Не понимаю. А где мобильные игры? А их не будет. Я их за нормальные игры не считаю, так как это в основном только донатные, неиграбельные, дебильные помойки. Они до сих пор являются противной опухолью на теле великой игровой индустрии. Телефоны спасают только эмуляторы с нормальными и шедевральными играми, которые являются чуть ли не иконами индустрии. Я на телефоне даже почти не играю. У меня для игр есть мощный комп, который тянет практически все, что мне захочется запустить. Мобильный гейминг это до сих пор такое дно. Ладно, я отвлекся. Последнее, что я скажу, что в среднем бюджетном телефоне за 340 или 517 долларов в 2022 году поставили пластиковый корпус. Этот телефон, походу, создавали полные жмоты. Можно же было поставить стекло и металл. Можно. Но эти суки сэкономили. Как и всегда, кстати, в основном. Камера, а точнее приложение камеры, может часто делать какие-то процессы, будто я переключаю режимы. Хотя я этого не делаю, просто хочу сфоткать быстро то, что мне нужно. Но не дает. Сканер отпечатков пальцев дерьмища. Работает даже не через раз. У Huawei, конечно, есть плюсы. Например, шикарные и очень контрастные AMOLED-экраны. Аккумулятор держит чуть ли не вечность, хоть экраны не маленькие, но держит прям очень добротно. А еще эти телефоны, сука, вечные. Хоть топи их в глубокую бочку с водой, все равно продолжат работать. Надежность выше, чем у недотелефонов Blackview, хую, вот эти вот, Oukitel, которые по большей части неудобные, чем прочные. Ладно, каков мой итог? Минусы перекрывают все плюсы. Я останусь при своем мнении, и я ненавижу этот бренд. Кто-то ненавидит Xiaomi, кто-то ненавидит Samsung, кто-то Apple, ну а я выберу Huawei. Я понимаю, что на меня польется куча хейта, но пока компания не исправит ошибки, я не исправлю мнение. Все взаимно и очевидно. Но если вам понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мой ТГК, Дискорд сервер и Твиттер. Немного извиняюсь, что мог кого-то оскорбить, ну а я с вами не прощаюсь. Пока!